Каждое утро– это маленький выбор. Иногда настолько маленький, что его хочется не замечать. Кажется, зачем столько всего маленького и бессмысленного? Но именно это бессмысленное определяет то, кем ты станешь. В общем, что хотелось бы сказать? Всем доброго утра. Иногда начало дня– это не мотивация, не вдохновение и даже не продуктивность. Это обычное яйцо. Как только ты его берешь в руки, ты будто бы доказываешь сам себе, что сегодня ты вообще-то собирался жить. Сегодня у тебя были цели и планы. Ты берешь сковороду, ищешь продукты, готовишь-то в конце-то концов. А чем мы вообще, собственно говоря, из этого всего сейчас будем делать? Не поверите, что? Яичницу. Ты запускаешь маленький каскад маленьких действий, который приводит к большому результату. Ну или же приятному утру. Даже если это утро подразумевает под собой продуктивный просмотр Ютуба. И самое интересное наступает именно в тот момент, когда ты понимаешь, что делаешь это не потому, что надо, а потому что так приятнее. Ты чувствуешь это все. Аромат, хруст, тепло, холод, контроль. Ты понимаешь, что ты режиссер своей жизни, даже если это означает срежиссировать одно лишь утро. Ты сможешь сделать это утро именно что своим утром, а не чем-то чужим. Все это было сделано только лишь для тебя. И на самом деле этого уже достаточно, чтобы чувствовать себя человеком идущим, а не право имеющим. Делать первый шаг, а не думать о том, как бы сделать третий. Это и есть философия утренней рутины. Действиями подготовить себя к жизни. Ведь именно в процессе действий мы можем почувствовать себя живыми. Не зря же говорят, что движение — это жизнь. Моя цель — не дать очередной источник мотивации, чтобы он заглох на следующий же день. Я лишь хочу, чтобы ты попробовал. Попробовал сделать свое утро таким, каким ты хочешь его видеть. Не идеальным, не вылизанным, не с утренней рутины на 3 часа, а нечто простое. И оттого прекрасное. Нечто, что можно уместить в понятие утра. Нечто, ради чего ты готов просыпаться. Ведь только проснувшись и устав, можно пойти и поспать. Это именно то, ради чего я просыпаюсь по утрам. В этом смысл моего утра. В том, чтобы оно привело меня к следующему сну с максимальным кайфом. Если смог приготовить, наверное, сможешь и убрать. По идее, не так сложно. Но это очень сильно укрепляет твою дисциплину. Ты начнешь ценить и видеть то, что можно было сделать сразу же, не откладывая на потом. И отчасти это яйцо может научить тебя менеджменту. Что и когда лучше сделать, чтобы затратить как можно меньше ресурсов и получить как можно больше выхлопа. Это ли не прекрасно? На самом деле, ухоженность и порядок в комнате тоже очень сильно роляют. Гораздо приятнее делать что-то, когда у тебя чистота как на рабочем месте, так и в комнате. А ложиться на заправленную кровать, так это вообще отдельный вид удовольствия. А если ты осилил завтрак, почему бы не осилить и разминку? А? Еще больше движения, еще больше жизни. И тут не то, чтобы роляет, что ты будешь делать или сколько ты это будешь делать. Тут именно важен сам факт того, что ты это делаешь. Ты можешь, конечно, делать какие-то отдельные упражнения на какие-то отдельные группы мышц, но
хватит обычного комплекса по одному упражнению на каждую зону. Этого будет более чем достаточно. И в заключение могу лишь сказать доброго утра.